абсолютно новый Audi Q3. Впервые на видео в естественном солнечном свете. Q3 Sportback. Продолжение этой истории в новом поколении. Томас покажет вам Q3 Sportback на авточувстве в 4К на полный экран. Полный обзор. Поехали. Спереди мощный облик в версии S-Line. Обратите внимание на широкие кольца Audi, за которыми спрятаны датчики, и открытую решетку радиатора с черными вставками внизу. Цвет нашего тестового автомобиля Glacier White. Фары выполнены в двухъярусном стиле. Сверху дневные ходовые огни, ниже основной блок. Уже в базе стоят светодиоды. Следующая ступень LED+, а на вершине линейки Digital Matrix LED, пиксельные фары. Они умеют проецировать узоры на дорогу и обеспечивают адаптивный дальний свет. Можно ехать с включенным дальним, не ослепляя других водителей. Длина нового Q3 4,53 метра. Примерно на 4 сантиметра больше прежнего поколения. У версии Sportback покатая линия крыши. На 3 сантиметра ниже, чем у стандартного Q3. Сравнить можно в нашем недавнем обзоре классического кроссовера. Любопытный факт. В Европе Sportback далеко не нишевая версия. Продажи делятся примерно 60/40 в пользу обычного Q3. То есть Sportback выбирают очень часто. Базовый Q3 оснащается 17-дюймовыми колесами, максимум 20-дюймовые. Здесь установлены самые большие 20-е, и выглядят они мощно и солидно. У Sportback база начинается с 18-дюймовых, на шаг больше, чем у стандартного Q3. По цене Sportback примерно на 1500 евро дороже, но и стандартное оснащение у него немного богаче. А главный вопрос, что ближе именно вам? Изящная купеобразная линия крыши или классический силуэт кроссовера? По кузову заметны аэродинамические элементы. Да, в плане аэродинамики Sportback уступает и Tiguan, и даже обычному Q3. Но на фоне большинства кроссоверов покатая форма все же дает определенное преимущество. Сзади можно заказать подсвечиваемые кольца Audi. Но главное внимание привлекают задние фонари OLED. Органические светодиоды используют полимерный слой для свечения и дают кристально чистую картинку, требующую тщательной защиты от влаги. Световая полоса во всю ширину выглядит эффектно, а динамические поворотники, как всегда, крутые. В этом цвете Glacier White пакет S-Line подчеркивает яркий контраст черных деталей. Конечно, чем темнее кузов, тем меньше этот контраст заметен. По умолчанию Q3 идет с передним приводом, но доступна версия и с полным. Более мощная модификация – это 2-литровый TFSI. На 4 цилиндра, 262 лошадиные силы с подключаемым задним приводом. Разгон до сотни занимает 5,7 секунды. А вот наша версия Q3 55 TFSI E, подключаемый гибрид. Чуть позже заглянем под капот и покажем боковой разъем зарядки. Главное обновление поколения – увеличенная батарея, теперь с полезной емкостью 20 кВт-часов. Хорошо заметны оранжевые элементы высокого напряжения, все, что относится к гибридной системе. Эта модификация построена на базе двигателя 1,5 литра TFSI, который предлагается и как в чисто бензиновом варианте, и в паре с гибридной технологией, как здесь. Важно отметить, гибрид всегда идет только с передним приводом. Точные характеристики двигателя и показатели мощности смотрите в описании видео или закрепленном комментарии. Обновили и систему зарядки. Теперь доступно 11 кВт переменного тока или до 50 кВт при быстрой DC зарядке. Это означает, что с 10 до 80% батарея зарядится примерно за полчаса. По части шасси выбор такой: стандартная подвеска, жесткая спортивная или адаптивная. Причем адаптивная теперь с двухклапанной системой. Похожее решение мы уже видели на новом Volkswagen Tiguan и Cupra Terramar. Производство организовано в Венгрии, где Audi Q3 и Cupra Terramar сходят с одного конвейера. Tiguan выпускается на отдельном заводе, но технически все три модели очень близки друг к другу. Ключ аккуратный по дизайну с премиальным ощущением в руках. Звук закрывания двери радует, глухой, добротный. Особенно сзади. Приятный, уверенный хлопок. В салоне встречают вставки из микрофибры, сквозь которые проходит атмосферная подсветка. Получается интересная текстура и приятная на ощупь поверхность.
Кнопки стеклоподъемников с четким щелчком, вроде мелочь, но добавляет ощущение качества. Регулировка зеркал осталась классической, с помощью крутилки, просто и удобно. Лично я бы предпочел тканевую отделку дверей, но хотя бы ниши здесь с резинками, так что вещи не катаются. В тестовом автомобиле установлен пакет S-Line, накладки на порогах с логотипом, руль с плоским дном и подсвечиваемые кнопки с приятным щелчком при нажатии. Новые детали, впервые замеченные на последнем Q3. В дисплее салона встроены индикаторы поворотов. Выглядит симпатично. Органы управления дворниками тоже расположены удобно и легко регулируются. А подрулевой рычаг круиз-контроля размещен эргономично. Сиденья здесь выполнены из смеси натуральной кожи и кожзама. Честно говоря, трудно сразу понять, где какой материал. Именно поэтому я всегда говорю, лучше полностью отказаться от кожи животного происхождения. Современные альтернативы экологичнее, долговечнее и зачастую удобнее. Для Европы предлагают отличные варианты из ткани микрофибры. Мы даже пробовали спортивные кресла из микрофибры в топовой комплектации. Жаль, что в Северной Америке такие версии недоступны. При моем росте 189 см запас по высоте здесь еще остается. Руль регулируется вручную и по высоте, и по вылету. Изменилась и схема подрулевых рычагов. Слева теперь поворотники и управление дворниками с функцией очистки одним нажатием. Справа селектор передач и органы управления трансмиссией. И посмотрите, впервые здесь появилась красиво подсвеченная приборная панель. Наполовину цифровая, наполовину в классическом аналоговом стиле. Многие этого ждали, и теперь можно увидеть ее в действии. Добро пожаловать в кокпит. Светлый декорированный элемент на панели играет роль акцента, а позже, говорят, будет доступна и отделка деревом, вставки из микрофибры, а верхняя часть торпеда выполнена из мягкого пластика. Новая компоновка включает два дисплея. Справа 13-дюймовый экран мультимедийной системы, слева 12-дюймовая приборная панель. Бардачок открывается с доводчиком и закрывается с приятным солидным звуком. Воздуховоды аккуратно вписаны, и, к счастью, внизу сохранились физические кнопки. Здесь же есть отдельная клавиша электрического режима для гибрида, а рядом управление громкостью и треками. Спереди под сдвижной крышкой расположена индукционная зарядка с активным охлаждением, два порта USB-C и розетка на 12 вольт. Все сделано практично и аккуратно. Подстаканники оснащены четырехточечным фиксатором. Есть электронный стояночный тормоз, а подлокотник мягко обит. Хотя в стандартном Q3 с микрофиброй он показался мне удобнее. Под подлокотником дополнительная ниша, которая слегка уходит вперед. Сам подлокотник регулируется по высоте. И важный момент, сиденье из кожи и кожзама ощутимо жестче и менее удобные, чем варианты из микрофибры, которые мы пробовали недавно. Поверхность хуже подстраивается под форму тела, это стоит учитывать. При росте 189 см у меня остается запас по высоте. С водительского места хорошо видно, насколько гармонично интегрированы органы управления, дисплей и все точки контакта. Еще одна приятная деталь. Боковины центральной консоли обиты мягкими вставками для коленей. Мелочь, но заметно повышает комфорт и подчеркивает качественную сборку. Впервые для Q3 можно заказать руль без кожи животного происхождения. Здесь он с новыми плоскими двухмерными кольцами Audi. Лично я предпочитаю классический трехмерный вариант. Он выглядит и ощущается солидней. Отсюда хорошо видна новая компоновка органов управления. Слева подрулевые рычаги поворотников и дворников. Справа селектор режимов движения. Паркинг, реверс, драйв и спорт. За рулем также есть подрулевые лепестки. Здорово, что Audi вернули цифровую приборку в классическом аналоговом стиле. Мы давно этого ждали, и вот она здесь. Проекционный дисплей тоже работает отлично. Мерцание, которое видно на камере, в реальности отсутствует. Главный экран мультимедиа отличается четкой картинкой, включая спутниковый вид. В нижней части есть кнопка быстрого доступа к меню ассистентов водителя. Там же можно отключить звуковое предупреждение превышения скорости. По требованиям ЕС оно срабатывает уже при превышении всего на 1 км в час. Если удерживать кнопку дольше, она превращается в любимую. Ее можно запрограммировать под нужную функцию. Система Drive Select
также на месте. Можно переключаться между режимами Comfort, Dynamic и Efficiency. Графика обновилась, работает плавнее и отзывчивее. Чувствуется хорошее обновление аппаратной части. Климат-контроль оставляет смешанные чувства. Здесь он более удобен, чем в новых А6 или А5, но все равно не идеален. Лично я предпочел бы классические крутилки Audi. Скажем так, стало чуть лучше, чем раньше, но до совершенства еще далеко. Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Для подключаемого гибрида предусмотрено отдельное меню. А еще Лия успела включить подогрев сидений. Пока мы снимали на улице, сделать это можно быстро и удобно. Сзади двери отделаны мягким пластиком сверху, дополнены текстурной поверхностью, вставками из микрофибры и кожзамом с интегрированной ручкой. Лично я снова выбрал бы тканевую отделку, она приятнее на ощупь. Задний диван можно двигать вперед-назад, что добавляет удобства и вариативности. И вот здесь Sportback отличается от стандартного Q3. У кроссовера диван сдвигается примерно на 2 см дальше, а в Sportback ход ограничен линией крыши. И если бы сиденья сдвинули сильнее, подголовники уперлись бы в низкий потолок. В итоге Sportback дает немного более длинный пол багажника, но при этом жертвует частью пространства для ног. Тем не менее, при моем росте 1,89 м я спокойно сажусь сам за собой. Запаса для ног хватает, хотя в обычном Q3 его чуть больше. Так что если для вас важна максимальная свобода сзади, выбирайте Q3. Если приоритетом станут лишние сантиметры в багажнике, логичнее Sportback. Запас по высоте здесь действительно меньше. Волосы уже касаются потолка. А если сесть прямо, голова упирается. В стандартном Q3 такой проблемы нет. Так что да, в Sportback места над головой заметно меньше. Из удобств сзади. Адаптивные подстаканники с хорошей фиксацией, откидной подлокотник с лючком для длинномеров и воздуховоды с четкой регулировкой. В задней консоли 2 порта USB-C и при включенном зажигании отдельный блок управления климатом для пассажиров. Посмотрим багажник. И Q3 и Sportback предлагают 490 литров при поднятых спинках, здесь разницы нет. Но если сложить задние сиденья, то в Sportback получаем около 1290 литров, а в кроссовере примерно 1390. Так что у Q3 объем чуть больше. В Sportback высота багажника меньше, но это не критично. Чемодан все равно помещается стоя. В целом кроссовер чуть универсальнее, но разница не принципиальная. Ширина багажника около 1 метра 2 сантиметров. Длина 92 сантиметра, что даже больше, чем у кроссовера. Там около 66 сантиметров. Обычно пол можно было опустить ниже. Но в подключаемом гибриде это место занимает топливный бак, освобождая место для батареи снизу. В других версиях двигателей нижний уровень по-прежнему доступен. Есть и лючок для длинных вещей, а сдвижной задний диван позволяет выбирать. Добавить длины багажнику или место для пассажиров. И если сложить сиденье полностью, получаем максимум около 1,7 метра до передних кресел. Теперь о ценах. В Германии Q3 Sportback стартует с 46,5 тысяч евро. Примерно на 1500 дороже обычного кроссовера. В полной комплектации цена доходит до 75 тысяч. В некоторых странах гибрид может стоить немного дешевле. Но это, конечно, не бюджетный кроссовер. Зато уровень качества и оснащения высокий. Ну что, как вам? Вы бы выбрали Sportback или остались верны классическому кроссоверу? Пишите в комментариях. И не пропустите наш обзор стандартного Q3, ссылку оставляем вот здесь.